Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы пришли в магазин и покажем вам продукты, некоторые и цены. Магазин Алькампо называется, в Испании. Ну, начнем мы с масла, с того, чего здесь очень много в Испании. Это оливковое масло в том числе, совершенно разные бутылочки, тары, банки. Почти 7 евро. Virgin 6,74. Ну вот. То есть для салатов, для жарки. Надеюсь, что вы представление себе можете сделать. Вот это вот тоже хорошенькое масло. Ну, масло в изобилии, в большом-большом изобилии. Вообще, смотри, там 5,99. Кстати, кокосовое масло 3,99. Пишите, если кто-то готовит что-то вот с использованием этого масла. Делитесь полезными рецептами, как вы его употребляете. Смотри, промоушен сейчас 5,99. Да, для тех, кто считает вот там дорого, вот есть 5,99, прикольно. Ой, смотри, Так. из Марокко. Где из Марокко? Вот марокканское. Смотрите, вот это все Марокко, это все безглютеновое, это инжир, мой любимый, кстати говоря, фрутос, сушеный инжир. 3,99, смотри, это инжирчик, не хочешь инжирчиком? А у нас еще из Дубая остался. Вот это из Туниса, финики, да? Сколько они стоят? 6,49, наверное, да? Да нет. Меньше? Сейчас я наговорю. Так, 2,25 вот здесь цены есть. 2,25. Вот это 1,63. В общем, к Рождеству и Новому году очень много вот таких вот полезностей. Идемте дальше. Или пойдемте дальше. 9,99 килограмм. Вот здесь килограмм на упаковочке. Вот, смотри, чтобы вы видели. Да, обалдеть. В общем, все, можно к Рождеству, там на Новый год дарить, есть, угощаться. Так, здесь мы не пойдем, это чипсы. Фанту мы тоже не употребляем. Давайте посмотрим что-нибудь еще полезное. Которая стоила по 1500. Так, ну, конечно же, Испания это вино, Новый год, Рождество, праздники. Это на вторую бутылочку. Первая идет за 5,75, вторая 2,88. Прикольно. Вот, я хочу показать даже наборчик. Вот так идет. Смотри, допустим, бутылочка Брют 45 евро. Они там по 200 стоили раньше. Что хочу сказать. Ну, скоро же праздники, поэтому, соответственно, мы и показываем. Что мы показываем? Мы показываем вам шампанское. Розовое, да, Леш? Да, 47,90. Ну, шампанские всякие разные. Кто-то скажет, что надо во Францию за этим ездить. У нас есть бодеги, которые... есть там, да. Ну, смотри, Алексей, я хотела сказать, что у нас есть бодеги, в которые можно тоже съездить и купить разные шампанские, кто какой предпочитает. Ну, не факт, что это будет дешевле, но это будет прям вот от производителя. Немножко такие свои... Иногда так делают. Свои вещи, да. Ну, вот, то есть я вам показываю просто, что тут в изобилии. 4,10 шампанское из бодеги Бакопа, который мы посещали, и ролик есть на нашем канале. Там есть еще красное, но здесь его нет. Кстати, ну, как-то так. Бодеги мы по 6, по-моему, брали. Здесь еще есть со скидкой. Ну да. А это какая? Почему я решила поснимать вам, хотя я давно уже от этого отошла и не хожу по магазинам, ничего не снимаю, бурно прореагировали под видео с рынка, да, там написали, что там сплошная химия у нас здесь в Испании, бедная, как же мы тут все живем. Ну, вот решила пройтись, показать таким людям, которые как-то все под лупой все рассматривают. Решила показать магазин вам, рассматривайте, смотрите. Вот. Но такие, я сразу скажу, переходящие на личность, оскорбляющие страну или людей комментарии я просто блокирую, потому что считаю, что это не площадка для ругани наш канал, а площадка для обмена мнениями, там, информацией и так далее. Соки могу показать, могу пройтись дальше.
Ну что, вот испанские еще, да? Полезности. Тортилья, да? Такое, ну, Яичница с картофелем. национальная, картофельная, можно сказать. С луком. Картофель бывает с луком, бывает еще с какими-то вкусностями. Кто-то считает это вредным. Мы иногда покупаем, разогреваем, едим. Вот это с луком, например, безглютеновая. Ну, не такая уж она и вредная, наверное. Тут С, буковка вот. Поэтому, да, национальная такая еда. Сейчас вот, кстати, промоушен 2,07. Ну, в Лидле даже экономически повыгоднее. Кстати, кто не знает, алиоли. Ну, опять-таки, кто не ест майонез, тому, наверное, это покажется вредным. Здесь яйцо, масло и так далее. Чеснок. Но это опять на местное такое, испанское. Ну, и французы тоже, кстати, употребляют это. Просто немножечко кладете, не надо съедать целую банку. Чуть-чуть что-то вы туда макаете. Они едят с какими-то чипсы, как они, начосы, да, вот. Но, тем не менее, вот тут даже написано, что это вегетарианское. Вот так. Так что и стоит евро 29. Вот такая баночка. Очень вкусно, кстати. Ну, мы тоже не злоупотребляем этим, потому что определенные есть тоже какие-то предпочтения у нас. Но, тем не менее, мы переходим плавно в мясной отдел с вами, дорогие друзья. Ну, Хотя... вот, кстати, для приготовления супов, фабады, вот такие вот наборы. Да. Хотя все-таки мясо мы, наверное, предпочитаем покупать в Меркадоне, либо в карнасериях. Но есть вот такие Такие наборчики сразу берем. наборчики. И местные супы они делают. Ну да. 2,29. А, эти ребрышки, да, которые можно жарить. То есть они замаринованные, да, барбекю. 7,99. Ну, Колбасочки. все, Кстати, вот чорисо. это все для этих. Для барбекю, да? 3,99. Это за упаковку, да? За 400 грамм. Да. Не, ну это натурально, это не... А, вот для барбекю хорошенький наборчик. Кто собирается там на Рождество или просто дни рождения, выходные у себя дома или где-то там в кемпинге. Вот, пожалуйста, местные тоже такие покупают. Что там входит у нас? Сейчас налетят и скажут, что это... Чуриса, вот эта кровяная колбаса очень вкусная. Ну и полезно для Полезно, гемоглобина. Сейчас налетят, скажут, что это все вредно, но если это есть умеренно и с коллективом, каждый мы по редко колбасочке, да, Да, редко, но бывает. то, в принципе, не каждый же день, ну, раз там в полгода, 3 месяца можно. Вот, тут разновидность тоже. Так, показываю вам колбасы. Всякие лонганисы. 2,99, 2,50. Паша, да? Да, это из фарша. Это более полезные, наверное, ну, менее Не вредные. из клейстера, не из туалетной бумаги. Ну, вот тут, например, написано, что они без глютена, без лактозы, без колорантов, красителей, без консервантов. Пожалуйста, вот они и стоят 4,99 сразу. И по цвету видно, что нет там никаких нитратов, наверное, да, розовенького ничего. Они такие... Селитры. Ну, нету. Конечно, кстати, вот нас критикуют там в Испании, у вас вся химия, все вредно, но здесь же очень много отделов более такой экологической еды. Можем потом подойдем. Да. Вот эти тоже, видите, без глютена, без лактозы. Ну, я знаю, что люди покупают, жарят очень нормально. То есть все надо выбирать, конечно же. Где-то, скажут, сою добавляют, но надо смотреть. Вот здесь, например, видно, что такое хорошее мясо. Бургер. Да, наверное. Он такой рубленый специально сразу, чтобы раз на планчу. 6,99. Я вижу упаковочка. Опять-таки, кто-то говорил, за килограмм не пишут. Ну нет, ну, Вот, все написано. за Просто килограмм. вот. Просто, может, плохо видно. На каждом ценнике за килограмм. Да, на каждом ценнике Причем во все всех есть. магазинах, это закон такой. 2 штучки по 150 грамм. Все расписано. Пожалуйста. 100% вака. Вот, кстати, мини, смотри, 8 штук. Под мини-бургеры берешь, делаешь. Да. Ну, мы здесь не будем долго задерживаться. Мясо мы обычно покупаем все-таки. Курочку покупаем в Меркадоне.
Ну вот и курица тут тоже есть. Ну, допустим, вот запечь, да, в этой в духовке, вот берешь кусок, куда больше. Угу. 800 грамм, 13 евро. Ну, тут, кстати, Вот. подписано, что это специально для Да. запекания. Ну да, вот. Нормально. Почему? Вот я хочу желтую куру показать. Желтые курочки такие есть и в Меркадоне сейчас, и в Лидле я покупала, и, скажем так, и здесь, в Алькампо. То есть, ну, нормально. Вполне себе нормально. Что у нас тут еще есть? Специально для Рождества написано и специально видат. Есть Вот вот такие рулеты Фирма запеченные. Эль Поза из Мурсии, мы ее проезжаем периодически. Да, я хотела вот эти вот рулеты тоже показать. Вот, ну, мне не достать, ладно, не буду доставать. Просто кладется в духовочку, насколько я понимаю, да, запекаем. Мы как-то брали такие, не очень, чтобы очень, но сразу зато можно. А это что ты говоришь? А это фирма Эль Поза в Мурсии, завод, мы проезжаем его. Угу. Ну, это этот самый свинина. Ну, вот как-то так. Ну что, у нас здесь зато промо-акция. Да, здесь мясо, конечно, много не едят. Ну, может быть, это и верно. Ну, можно купить вот так кусочек телятинки. И скушать кусочек телятинки. Да, чего мяса много есть, в принципе. Ну, вот этого вполне достаточно. Также могу сказать, что в Испании, ну, так же, как и во Франции, да, вот на рождественский стол подают фуагра и вот такие сухарики. То есть их, ну, можно намазывать. Это печень, утиная печень, насколько я понимаю, и вот намазывается на такие сухарики. Они могут быть вот эти с луком, но бывают с изюмом, такие подсушенные. Вот это с изюмом, кстати, 2,39 стоит такая. Видите, вот даже показано, как украшают. Вот сюда наносят печень, еще какие-то, то есть фуагра, еще какие-то такие сверху можно украсить чем-то. И подается вот на таких сухариках. Тоже очень вкусно, нам очень нравится. Вот, тоже видите. Вот, пожалуйста, 2,39. Ну и много-много различных видов вот этой самой печени. Вот. То есть это как деликатес, но немножечко это все подается для того, чтобы не переесть. Ну, например, ну разные, как бы. То есть можно тут выбрать на свой вкус и по цене, кому что нравится. В баночках есть, например. Баночка стоит 3,29 такая. Вот, пожалуйста, 130 грамм. Покупаете, открываете с двух сторон, выкладываете на тарелочку, кладете вот такие сухарики рядом, намазываете и едите. Прекрасно вообще. Очень вкусно. К Рождеству, ну, самое то, наверное. Теперь сабрасада. Это тоже такое, как бы, местное, да, наверное. Ну, и на Майорке есть вот сабрасада, то есть такое испанское. Есть, по-моему, ну, как бы, вот из чего это сделано? Как ты думаешь? Ну, вкусная масса, ее можно на хлеб. Она как вкусом колбасы, что ли. Да, как будто колбаса только в банке. Ну, вот добавьте, Такая с если паприкой. хотите, специалисты. Кто хорошо, да, с паприкой, по-моему. То есть, ну, вот мне, например, нравится тоже так на булочку намазывать. Хотя мы хлеб сейчас не едим. Ну, сухарик нормальный. Вот такой сухарик. Все лежит, кстати, рядом, да, так удобно. То есть можно взять сухарик, сабрасаду или вот, получается, фуагра. Ну, это же фуагра, да, все. Там То есть разное, разные. да, Куриное, утиное. Вот, кстати, сало, кто все время ищет. Да, сало здесь есть. Можно на рынке купить, можно в различных магазинах. Вот, пожалуйста, цена. Ну, и сейчас покажу вам. Значит, чтобы критика сильно не звучала, что надо свое все выращивать. Ну, в магазине тоже вы же можете прочитать. Ведь у нас же есть же глаза, есть же разум. Мы же можем почитать, посмотреть, с чем она. Вот тут минус 25% соли. То есть все же можно почитать, выбрать то, что реально Вот полезно тоже или наборчик для фабада. менее вредно. Фабаду — это суп.
И вот, кстати, это Марси, очень хорошая колбаса кровяная, но они разные бывают. Я думаю, что нам надо взять. Мне она, кстати, очень нравится. Очень. Да. Да, и вот эти А вот видите, еще сало есть, вот, смотри. кстати, попада, даже Астуриана пока показано, да, и вот она и есть. Вот кто смотрел наши ролики, тот знает, что в Астурии мы пробовали этот суп, мы и дома его варим с фасолью. Вот, пожалуйста, еще вам иберийская биота панцетта, Кому какая нравится. сало. А вот сало, смотри, сколько много здесь. Завезли. Да, кстати. Кстати, кому нужен жир, вот тоже он есть растоплен такой. А это жир, да? Да. Ну да. Не надо бежать куда-то, где-то что-то искать, здесь все есть. Взял тележку. Так. Ну что, фуэтики. Фуэт, он выбор. Ну, когда-то я помню, что были маленькие такие фуэтики по еврику. Сейчас они немножечко подорожали, но все равно держатся в цене. В принципе, нормально. Вот это хороший. Это хороший. Если не убирать не 4,79. надо, мыть не надо, режем и едим прямо. Да, с это делом. готово к употреблению, дорогие друзья. То есть ничего с этим делать не надо. Я помню, что вначале мы, конечно, объясняли, там, когда привозили в подарочек. Многие что- кожуру сдирали. Да, кто-то пытался варить. Ну, я шучу, конечно. Вот такие тоже колбаски мне нравятся. Но они такие помягче, по-моему, немножко. Да? Ну, в общем, вот смотрите, выбор тут огроменный. Огромнейший. Метровая сосиска такая, 4. Это метровая, ты думаешь, Это сосиска? вот метровая, наверное. А, нет, это поменьше. Но они бывают метр, вот они такие. Кстати, ну вот смотрите, написано 100% натуральная, без глютена, без лактозы. 1,54, смотри. Ну да. Вот. Тут там. Ну-ка покажи. К себе так, да. 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 Вкусно. Почти метр. Вкусно. Ну, кто не ест, тот не Немецкий ест. вон. Можно перейти к немецким сосисочкам. Видите, вот они точно без красителей, такие невзрачные. Мы такие покупаем иногда. 69 очень вкусно. Ну, потому что они вот реально менее вредные, может быть. Конечно, лучше сделать дома, я не знаю, там котлетки. Мы это тоже делаем. Так что можно не волноваться, не писать нам, что все это вредно. Нет, это иногда, редко. Ну, остальные, конечно, я не буду показывать, там ничего такого. Не из десятки, а по 12. есть. Здесь по 12, да. Здесь по 12 есть. Переходим сюда. Ну, вот смотрите, соответственно, 1,67 скидка сейчас на что-то. 1,90, 1,2 правда. Ну, да. Ну, оптом дешевле всегда. Да, 30 штук. За 4,83. А вот астурийское молоко считается вкусное, да. У нас, кстати, покупает сын вот такое астурийское вкусное молочко. Ну, можем его и... Смотри, какой ряд молока тут есть. Да, молока-то очень много. Ну, и то, которое хранится недолго, и то, которое хранится подольше. Соответственно, ну, совершенно разные они. Есть какие-то там на разный вкус, как говорится. Все я даже не могу показывать. Есть вот безлактозное. 1,39. Тоже вот без лактозы. 0,93. Безлактозное молоко. Сейчас по скидке. Тоже безлактозное, астурийское. В Астурию мы тоже ездили, показывали вам. Очень красивый, зеленый край. Действительно, коров там очень много, поэтому молока, ну, действительно много. Мы сами проверяли. Это действительно так. А, вот соя, кто любит, смотри, вот кому аллергия на обычное молоко. Соевое. Да, потом без есть сахара. рисовое, Мгм. овсяное. Еще есть. Для баристов, для кофе, Ой, ну тут, овес, ну тут даже, да. мендрос. Ну тут слишком много. Я, наверное, да, не буду задерживаться в этом. Ой, а хамон? Пойдем в хамон посмотрим. На месте хамон? Свежее молоко, это которое правильно. Ну хорошо, давай молоко такое, которое недолгого хранения, быстрого срока годности, свежее молоко. Цену вы видите, 2,13. Это сколько у 1,5 нас? литра. 1,5 литра. 1,5 литра. Даже лобан есть.
Кстати, козье молочко. Это хорошее. Вот это да, мне тоже нравится. Ну и это типа айрана, наверное, Да, да? и вот Лабан, Лабан, 2,49. Это хороший, да, как он называется? Люрпак, масло. Да. Это к нему относится? Не, да, к нему. Да, раньше из Финляндии мы возили, да, вот эти вот спреды, так называемые. Президент 2,99. 200 грамм. Вот тоже австрийская. Вот астурийская, да, 3,03. 5,29. Ну это все, это полкило, 5,29. А это, наверное, 250, да, 250. 3,06. Сейчас мы посмотрим, тут норвежское масло есть или ирландское. Ну, в общем, астурийского здесь достаточно много. Ну, так, масло есть. 2,39. Вот тоже хорошее масло, видимо, да? Это в соли пишется. Ну да, то есть есть соленое. Вот, Австрийская тоже безлактозная. отлично. Вот эти сливки мы покупали как сметана, потому что они жирные. Ну, раньше, да? Вот крем президент. Ну, или подобное что-то. Сейчас... Нет, это нам на... Сливки, наверное, на те. Сливки для приготовления всякие вот такие. В общем, ну, вы видите, дорогие друзья, надеюсь, задерживаться на каждом продукте смысла нет. Магазин достаточно большой, впереди рыбный отдел. Испанцы любят вот эти вот, как они, пострицы. Это, да, пострес, это десерты. Но я тоже на них задерживаться не буду. Это, наверное, не самая полезная еда. Да. Но сейчас мы посмотрим еще, что у нас с хамоном тут. Остался ли он еще. Ну, а впереди там рыбный отдел и отдел фрукты, овощи. Вот это пробовали. Ну, куда ж Испания без хамона? Посмотрите, ножки. 57 евро. 57 евро. Ой, сейчас я прям пройдусь. Если бы можно было еще передать запах. И вовсе это не испорченное мясо. Оно очень вкусное, очень приятное. Это, ну, я даже не могу вам передать, какое оно вкусное. А некоторые подписывают: ой, вы едите какое-то гнилое мясо. Это не то. Запах ароматного мяса стоит очень-очень приятный. Хамон — это определенная, даже, я бы сказала так, культура едения. Его надо прочувствовать. Надо быть гурманом, чтобы Кстати, есть выбирайте, хамон. которые со знаком качества, вот таким испанским, вот такой вот синенький. И здесь из химии только соль. Да. Кстати, вот это вот мясо тоже похоже на бастурму, такую вот кавказскую. Очень. Вот эти вот тоже. Вот это. Ну все. Но опять-таки все полезно в меру, да, то есть не будешь целыми днями каждый день вот это все употреблять. Но ведь есть же праздники, есть же какие-то особенные дни у людей, да, дни рождения, что-то еще. Когда приходят друзья в гости или соседи, и хочется на стол положить что-то в качестве аперитивов. Да, угостить хорошим хамоном. Да, действительно. То есть не обязательно это съедать все, он долго хранится. То есть писать о том, что это вредно и так далее, ну, я не знаю. И опять-таки надо все смотреть. То есть если вы считаете, что какая-то колбаса вредная для вас лично, и это невозможно вам употреблять, ну не ешьте ее. Повернитесь в другое место, идите поешьте сыр или, я не знаю, там булочку, может быть, молоко, йогурт, что-то другое. Но магазины полны разных вещей. Овощи, фрукты. То есть, конечно, каждый выбирает все себе по своему здоровью и вкусу. Да. С черной лапкой, кашполотной, берийской. Очень вкусный запах, такой аромат. Жалко, что вот его не передать. Да, сыры. Ну вот сыры, дорогие друзья. Вот такие вот, тоже разные. Ой, какие маленькие. Просто вот действительно. Ну, это аперитивчики, так и написано. Аперитивчики, вы знаете, вот, ну, есть такая культура в Европе, да, особенно у французов тоже. Извините, что уж говорю про французов, но мы живем в Испании, конечно, но все равно. Перед едой маленькие такие аперитивчики класть, как бы стартеры для начала еды. Ну, они есть разные, то есть, ну, это просто попробовать, там, кого-то угостить, а есть вот такие уже
маленькие кусочки сыра. А вот тоже этот пармезан. Да. А, рулет. Вот пошли к Новому году, они тоже делают с брусникой, с чесночком. Там, кому Кстати, нравится. да. Ну, на Рождество мы, наверное, мы все-таки По-моему, купим порционный. потом. Да, это порционный. К Рождеству появятся, да, с брусничкой. Мне такие нравятся сыры. А вот этот такой, он прямо пахнет. Знаете, такими Носками, говорят, должно носками, пахнуть. грязными носками. Говорят, да. Но он действительно пахнет. Но он и стоит 10 евро. Он и стоит 10 евро. Ну, и такие сыры можно, кстати, подогревать чуть-чуть, да? Ну да. Так, чтобы они растекались на сухариках. 10,50. Запах просто обалденный. Ну, дома его надо как-то быстро утилизировать, потому что... Гости не войдут. Да, то есть такой... Ну, то есть это культура сыроедения, надо прочувствовать просто и понять. Так что на самом деле сыры-то разные есть. Даже я думаю, что вот, ну, задержаться на каком-то одном сыре, показывать конкретно смысла нет. Вы видите, что, ну, вот цены такие. Это еще вот, сними. Это Ой, вот а это, еще если вот посмотришь, такой что у нас есть на развес. он очень большой, разный. Ну да, Ты видела, как пармезан он достает из этих больших? да. Нам кто-то говорил, что что-то 3000 евро стоит одна такая вот большая. Вот целая Пармезанная головка такая целая, головка, вот да. такая, да? А они, то есть он так крошится приятно, и вот они его просто достают на развес, видимо. Сейчас, кстати, промо-акции бывают разные, промоушены. Настоящие итальянские сыры. Ну, вот эти вот. Кстати, а нет побраться. А вот эти с плесенью тоже нам очень нравятся. Ну, это за 100 грамм цена. Ну, за килограмм вот там маленькие циферки написаны. А вот тоже рулет. А это французские сыры. Французские сыры, видишь, уже пошли. Вот там французский с ягодками за 2,89, 100 грамм. Их отрезают кусочки. Ой, вот это вкусный, наверное. Он с цукатами, наверное. Папайя и что-то еще. А вот это ананас. Это вообще он как елочка сделана. Ну, опять-таки, это же для того, чтобы получать удовольствие, чтобы получать, ну, чувствовать какой-то вот вкус особенный, чуть-чуть, Да, попробовать. не то, что Не на наесться, лопнуть, чтобы печень потом или что там прихватила поджелудочную, да? А чуть-чуть, как гурманы, поэтому они и стоят так. То есть купил кусочек, все попробовали, ну и все. Ну, это паштет, да. Угу. Так, ну немножко 4,99 тоже скидка на авокадо из Колумбии. Очень много, кстати, авокадо. Ну, рыбный отдел я не буду подробно вам показывать. Яблоки всякие разные. Значит, за кило здесь евро 99, 2,49, евро 89, 3,29, евро 79. Но на рынке мне вот больше нравится. Здесь они все вот один к одному. Одного как бы калибра. Да, сейчас опять про химию напишут. Все такие вот красивенькие. Но на рынке они более такие, такие как из сада. 2,69. Пойдем посмотрим. А смотри, какой перец большой. 2,69 килограмм. О. Апельсины, мандарины, ну много всего. Да, и в лес ходить не надо. Вот это шиитаки. А вот это вот, по-моему, какие-то, не говорю, типа наших этих. Рыжики. Ничего себе, грибной сезон пошел. Очень много грибов. Кстати, вот они откуда? Из Пиреней? Из Астурии? Наверное, скорее всего. Ну-ка, тут непонятно. Из Литвы. А, Литва! Ой, грибочки литовские. Так что вот. Вот это из Испании. Это испанский, да? Да, Испания. Лисички литовские. Всем привет.
кто живет в Литве. Будем лисички есть. Так, киви 2,99, тоже скидка. Киви. Ну, хорошие очень. Алексей присмотрел. 15 евро. Ну, я боюсь, что с этих устриц Не, это свеженькие. свеженькие. Хорошенькие. Ну, вообще за устрицами надо ездить во Францию, либо в регион, который там... Британия. Да, Сен-Мало. Сен-Мало, ну или здесь там Виго, где еще бывает. Здесь вот говорят, вот Эбро, да, выращивают там эти мифионисы, всякие мидии, но все-таки с Францией не сравнить. Да. Это, конечно... А вот там покажи нам еще вот гребешки. Я смотрела, тоже девушка во Франции, я на нее подписана. Она показывала, как она делает, как это называется, когда мелко, тоненько режут. Карпаччо. Вот из гребешков, из таких, по-моему. Ну, свежие совсем, свежие, которые только-только. 2-12. Ну, какое число? 2 дня назад. 4. Не будем. Я беру, когда вот... Когда свежие, да, совсем. Ну, опять-таки, тут креветки есть, ну, все. Октопус или там пульпа, там, я не знаю, как это. Октопус, да? Октопус. Пульпо, да, пульпо кассидо. Ну, да. Вкусно, полезно. Морепродукты. 1 белок. Да. Химии нет. Химии нет, да. Очень вкусно. Нами проверено, очень полезно. Проверяли и свежие, которые только там вылавливали, готовили. Вот. Но... Даже черный он есть. Креветки. Да, ну вот. Ну, вот всякая всячина есть. Всякая всячина. Анчоусы в баночках. Икра красная 17 евро и 22 евро. Кстати, анчоусы тоже, аперитивчики разные можно делать с ними. То есть, ну вот. Ну, мне больше вот бакерон нравится. Может, бакерончик возьмем? Что-то так захотелось прям. Слюнки прям текут. Вот А смотри, бакерон мы делаем еще и свежий. То есть покупаем бакерончик, Алексей делает определенным образом, и тоже мы его едим. Да. Ну, это вот на природу можно ехать или куда-то там на барбекю, чтобы не заморачиваться. Вот такие, пожалуйста. Так что, ну, магазины у нас, вот видите, большие, наполненные, все есть. Вот много продуктов. Почти готовы. Эти тоже мы покупаем с тобой свежие, готовим из свежих, но тем не менее есть люди, которые могут купить, наверное, и такие там пожелают. Михионисы. Боится, здесь уже все почищено. Открыл. Да. Может подогреть чуть-чуть, и так готово все. Ну, я просто вам показываю, что такой вариант тоже есть. Тем более вот сейчас есть скидки. Мы это не пробовали, мы это покупаем свежее. И свежее готовим сами и едим. Вот. Зелень мы тоже здесь никогда не покупаем. Покупаем ее на рынке. Вот здесь, ну, различные соусы. То есть это, ну, для нас это тоже так, не вариант. Но это, наверное, к михионисам очень вкусно. 1,49 такая мытая картошка. Хорошенькая. Крупненькая, можно мелкую найти для канарского блюда. Картофель вареный в крупной соли. Смотрите, ну вот кто-то делает сам, а здесь, в принципе, да. Ну хорошо, давай не ломаную покажем. Рождественские печеньки, ну, с глазурью. Можно так не заморачиваться, а купить готовые. А можно сделать самостоятельно, что тоже, в принципе, еще и лучше, наверное. Ну, это вот 4,99. Кексики различные. Тоже, видите, Рождество же на носу. Поэтому такие снежинки, такие приятные, да, красивые. Посмотри, как сделано. Вот, смотри, эти как марципаны. С толедом снимали. Все такое новогоднее. Польвароны, марципаны. Ну и для тех, кто говорит, что все-таки там что-то вредное, химия, там еще что-то. Вот есть и целые ряды огромные экологических продуктов. Ну, я даже не буду останавливаться на каждом, говорить там, что вот печеньки или что там есть. Чаи какие-то, мед и так далее, макароны, их цены. Могу только сказать, что такие вот, ну, есть в большом количестве. Магазин, даже шоколад. И так далее. Гречка. 2,45. Ну, кстати, я тут прослушала
на самом деле. Гречка, она не такая уж и полезная. Ну, так ее поэтому не В принципе, у нее много каких-то там. Так что тут... для животных. Да, да, поэтому Выращивали. здесь, в принципе, мы не страдаем без гречи, но хотела вам показать, что она есть. Но, так сказать, особо не тянет на гречку. Хотя все остальное можно найти тоже. Нету тут такого, знаете, что нет там манной крупы или чего-то еще, селедки и так далее. То есть у нас тут есть все. Абсолютно все. А что нет, то привозят в магазины, ну, скажем так, русскоговорящие магазины, либо польские магазины. Вот, поэтому просто показываю вам какие-то вещи. Смотрю сама. Йогурты в баночках вот такие тоже очень вкусненькие. Ну, мы так сильно не увлекаемся, делаем иногда сами. Я привозила закваску и делала йогурт. Ой, ну мы это едим, мы с Алексеем это едим крайне-крайне редко, даже уже практически не едим. Ну, может быть, кто-то ест, поэтому я вам показываю пиццы, пожалуйста, есть тоже замороженные, цены разные. Ну, тут целые тоже огромные холодильники, огромные ряды. И это не весь магазин, конечно, здесь много разной заморозки. Кстати, вот она, всякие овощи, фрукты, ягоды замороженные. Ну вот, например, давайте вот обычно вот такая вот овощная смесь. Ее часто используют при тушении там какое-то или с грибочками она, по-моему, цветная капуста. 4,29. Вот этот вот пакетик. Ну, не знаю, сколько там грамм, я не буду туда залезать. Ну вот, так что разные есть. Пататас фритас кто-то ест. Мы опять-таки не едим его, поэтому... Кому-то нужна вот такая вот как бы еда. Ну, Эти батончики берешь в духовочку? Да. Они у тебя свежие. да, свои багеты можно делать. Чурросы евро 44, вот там тоже 500 грамм. Но лучше, конечно, чурросы поесть в кафе. Конечно. С шоколадом или без, ну неважно. Раз в год можно себе позволить 1 января, например. Ну, лед. В общем, вот такие вот дела. Вот так вот, дорогие друзья. Вот этот был у нас обзор магазина Алькампо. На этом, наверное, все. Надеюсь, что вы посмотрели немножко продукты, цены. Все, пока-пока.